Таиланд, вторая часть путешествия, мы отправились на север из Бангкока и остановились в отеле, который снял нам монах. Ну вот утро в Нахон Саван. Если честно, город напоминает мне какую-то очень приятную, теплую деревню. Действительно очень приятно здесь ощущается. Красивые места. Но надо отправляться дальше, на север, в горы. Ощущается как очень теплая, маленькая, дружелюбная и приятная деревня. Это город, но по ощущениям примерно такой вот. Если честно, напоминает что-то вроде Санта-Барбары. Я не знаю, как это описать. Это дерево похоже на то дерево, которое я видел в Сингапуре. Очень приятный запах и очень красивые цветы. Запах такой прям сладкий, как от духов, наверное. Как мне подсказывает кое-кто, хотел бы такие духи. Я не знаю, кто хотел бы такие духи. Вот примерно так выглядит Нахон Саван. Это настолько дружелюбный город, что из, не знаю, 5 человек с нами 5 поздоровались, либо подсказали что-то. Очень дружелюбные люди. Вообще, так приятно на самом деле. И к таким людям намного более приятно обращаться, чем к продавцам, как в Бангкоке, которые через каждые 5 метров, даже через 1 метр предлагают тебе тук-тук, такси, еще что-нибудь, какую-нибудь тарантулу или еще что-нибудь. И, кстати, вдоль трассы стоят вот такие огроменные баннеры. Но это, наверное, даже не такой большой, как были до этого. До этого были еще больше, еще крупнее. И я просто смотрю, сколько они, ну, как я предполагаю, сколько они вообще могут стоить и сколько они денег, интересно, приносят рекламодателям. Мы выезжаем из города Нахон Саван, и мы едем в направлении севера в город Чангмай. И нас уже ждет наш хост по имени Джейк. Нам еще друзья говорили, что на севере больше гор, а на юге больше моря. На юг мы в любом случае поедем скоро, а сейчас пока что отправимся на север. Плюс мы хотим отправиться как можно северней, в сторону Мьянмы. Попутчики предложили мало того, что подкинуть до следующей трассы, с которой нам будет удобно ехать, так еще и предложили заехать в буддийский храм. Это один из самых красивых храмов в Таиланде. Как мне сообщили, то этот храм собирается быть самым красивым, поэтому идет перестройка. Сейчас какие-то моменты перестраиваются, поэтому подъехали с заднего двора, так скажем. Здесь вот территория еще старая, она перестраиваться будет храм. Ну, не сам храм, а часть храма, потому что территория огроменная. Здесь внутри нельзя снимать стоя, снимать можно, но это нужно делать именно сидя, а не стоя на ногах. Но здесь необыкновенная красота. Это, наверное, сложно как-то описать словами. Они сами делаются? В общем, фотографировать, снимать можно только сидя. Посидели, сняли фотографию, ну и нужно задонатить какую-то денежку. И, в принципе, там народа, вот ротация прям огромная. А вот в таких вот вазах вот растут лотосы. Это живые лотосы, они здесь растут в воде. Это не искусственные. Все цветы, кстати, настоящие. И выглядят очень красиво. Вот такие вот традиционные украшения в виде белой, я бы сказал, даже, наверное, серебряной и золотистых цветов. Вот такое украшение почти на всех государственных учреждениях. И все, что связано с королевской семьей, тоже вот в таких цветах, в таких украшениях бело-золотых. И на одной территории находится очень много храмов. И мы посетили только, так скажем, один из них и очень мельком. А здесь на территории и на другой территории, здесь несколько таких территорий. Большое, огромное просто количество храмов разнообразных. Но именно внутри, как я понимаю, это считается очень красивым. Да, мне понравилось. Тем более, что это мой первый опыт в буддийском храме.
а куда вы едете? Они говорят, мы едем в Чангмай. Говорю, да, мы едем в Чангмай. Они говорят, да, мы тоже едем в Чангмай. А здесь почти 300 километров до Чангмая. Здесь, конечно, дорога очень хорошая, но в основном мы ехали маленькие участки по 20, 30, по 50 километров. И тут девушки просто нас подвезут до самого Чангмая. Это несколько часов, наверное, часов 5 еще ехать. Так что это просто не описать мою радость, потому что стоять под палящим солнцем. Короче говоря, в Таиланде зимой автостопить довольно сложно, потому что нереально жарко. Я не говорю уже про лето, но зимой очень жарко. Утро в Чангмай начинается с такого бунгало. И это просто нереальная красота. Здесь настолько шикарно. И внутри это тоже. Вот здесь мы спали на полу. Здесь бунгало состоит из 2 комнат, так скажем. Здесь одна комната с кроватью. Вторая, так скажем, предбанник, наверное. И ванная комната. Но, честно говоря, вид здесь просто шикарный. Я не знаю, как это на видео, но вживую это выглядит прям очень круто. Можно принимать ванну вот с таким видом. Здесь бегают белки. Разные животные. Огромная пальма. Вчера один такой огромный лист упал с таким шумом. И нам сказали, что это довольно даже опасно, что можно повредиться. Потому что один такой лист весит больше 5 килограмм. Классная раковина. Такой формы милой. Днем здесь шикарный климат. Очень тепло. Но не супер жарко. Но ночью, честно говоря, спать немножко прохладно, потому что здесь широкие доски, но между ними есть щели. И пол, он очень тонкий, то есть весь холод с улицы идет как бы через спину. То есть чувствуется очень, чувствуется в общем холод. Потому что, допустим, мы спали здесь втроем прошлую ночь, и девушка спала на матрасе, и на матрасе было хорошо, а просто спать в спальном мешке, я подзамерз, я как бы стойкий к холоду, но я подзамерз. Конечно, самое шикарное это вид. Это второй этаж. Первый этаж. Кухня. Я, честно говоря, здесь не был, потому что я пришел ночью. Обеденное место и кухня. Здесь холодильник, плита, раковина, газ. И прямо из окна кухни можно дотронуться рукой до пальмы. Такие огроменные пальмы, которые вот видно было со второго этажа. Вот они, пальмы. Я хочу кое-что сделать. Я вижу, здесь лежат орешки или что это. Я просто хочу посмотреть. Выглядит как кокосы. Но это, скорее всего, просто орехи. Я не знаю, что там внутри. Внутри орех. Непонятно. Он очень крепкий. Наши соседи по соседству. Точно такой же бунгало. Так что можно оценить со стороны, как это выглядит. Так как я не помню, когда последний раз кушал, сейчас я поговорю с хозяином. Пойдем, скорее всего, покушаем тайскую еду. Надеюсь, она не будет сильно дорогой, потому что деньги заканчиваются. И весь бюджет на Таиланд, это, наверное, чуть больше $200, я потратил, наверное, за 7-8 дней. То есть здесь намного все дороже, чем я ожидал. I used to have a fish tank too, but I think with goldfish, they don't need a lot of filtering.
These fishes died. Oh no. Здесь очень классное место. Здесь рядом протекает речка, на которую я хочу сходить чуть-чуть попозже. Здесь очень милые соседи, с которыми можно с любым человеком поздороваться. И тебе помашут в ответ. The river. In yard. How to say yard? Yard? Yes. And we were looking. A jackfruit tree? It's on the way over. I forgot to show you Здесь guys. растут бананы, а здесь недалеко от нашего места растет джекфрут. А вот и джекфрут, это очень дорогой фрукт. И, я не могу сказать, что он самый вкусный, но он действительно очень вкусный. И я попробую. Здесь территория такая, как заброшенная. Я вижу, на земле там валяются, так что я попробую, может быть, чуть-чуть попозже сюда сходить на разведку. Кто знает, может быть, что-нибудь получится. А вот я нашел дерево, где растет манго. Правда, последний манго остался, наверное, все остальные уже сорвали давно-давно. Мы пришли на рынок, здесь очень дешевые цены. Это жареные бананы, жареная картошка. Вот сейчас вот у меня уже кусочек есть. Хочу попробовать. Сладкая картошка, очень вкусная. Это spring roll. Сейчас посмотрим, что еще здесь есть. Цены просто очень дешевые. Зелень, это 5-10 бат. Если умножить на 2, получится цена в рублях, либо на 3 цена в центах. То есть пучок зелени стоит 15 центов. А вот и манго. 40 бат за килограмм. Это технология для отпугивания мух. Вот манго за 1 евро килограмм. Перевозят. Huge roots. Это мой первый опыт автостопить в городе. Наш хост живет довольно далеко от самого центра, поэтому мы решили, можно заавтостопить машину до центра. И буквально через меньше, чем за минуту, мне кажется, остановилась машина, и нас подбросят сейчас до центра Чангмай. Небольшой сводок правил: прикрыть колени и локти, не направлять ноги в сторону Будды, не целоваться и обниматься в храме, не пить алкоголь и не курить. И почему-то следить за своим имуществом. В этом храме ведутся строительные работы, и похоже храмов в радиусе только старого города больше 100.
Ну или порядка 100, как нам сказали. Так что представляете, сколько здесь вот красоты. Ну я не знаю, я считаю, что если посетить 1, 2, 3, то более чем достаточно. И нет смысла смотреть все, потому что они очень похожи друг на друга. Точнее, имею в виду, они однотипные. Конечно, они разные. Ну что, может быть, зайдем еще в один храм? Не, давай лучше прогуляемся по городу. Вот это забор одного храма, а через дорогу находится второй храм. Вообще здесь в округе, даже не выезжая за город, то есть в центре находится больше сотни храмов, а в округе более 2000 храмов. Это просто нереальное количество. То есть здесь храм на храме. И на одной территории может находиться множество храмов. То чувство, когда ты играешь полосатыми, и все твои шары лузы. Один из минусов жизни в бунгало — это огромнейшие тараканы, которые даже не боятся. Вот моя рука, и вот размер таракана. Он просто огроменный. Ну все, он убежал спать. Игорь убежал.